Всем привет! Сегодня я доступным языком быдла постараюсь объяснить вам все, что нужно знать о Quest 3. В этом ролике не будет дроченой характеристики, поскольку автор не может отличить Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 от пачки сосисок вязанка. Давайте начнем с покупки. Сразу вкину небольшой крючок, на который вы можете клюнуть, если будете невнимательным микробро, который просто хочет сэкономить деньги. Вот представьте, заходите вы на свой любимый Озон или ВБ и ищете там шлем. Натыкаетесь на супер выгодное предложение. Ну, блять, цену ниже просто не представить. А попался. Товар пойдет из-за границы, что означает, что вы отдадите еще 1010, чтобы он пересек нашу таможню. Лучший вариант — Авито. Помните, как мама говорила вам, что покупать технику на Авито себе дороже и там сидят одни барыги? Так вот, так оно и есть. Я без понятия, как они колдуют, но у них получается обходить все возможные налоги и иногда даже таможню. Выходит, что ваша покупка на Авито самый выгодный вариант. Однако, почему-то никто из продавцов не скажет вам о том, что битые пиксели дефектом не являются. И это не гарантийный случай. В случае чего имейте это в виду, потому что иначе вам просто пиздец. Тут не поможет даже бог. Страховка — это вообще какой-то прикорм для карася. Я не понимаю этой штуки. Все самое плохое, что может произойти с вашим шлемом, скорее всего, произойдет в первую неделю-14 дней, а это попадает под базовую страховку продавцов, которую они дают при покупке шлема. Вот и думайте, переплачивать вам 5000 рублей или сохранить для покупки аксессуаров. Мне было очень страхово ехать в какой-то заброшенный двор Москвы с кучей налички. Я надеюсь, меня понимают те, кто часто берет технику на Авито, потому что в ином случае мне оставили глубокую травму на всю жизнь. По таким дебрям я не водил даже своих жертв. Первый опыт использования. Пиздато, ребят. Просто пиздато. Я не могу передать те ощущения, которые получил при запуске шлема. Да, есть проблемы с VPN на старте, но скажу, что это детская хуйня и волноваться не нужно. Вы быстро разберетесь, что к чему. Исключение, если вам 30+ и вы не шарите за Baldi Basics или FNAF, тогда да, вам придется докупить услугу по активации шлема. Она стоит где-то в районе 1000-1500 рублей. Камера и сквозной режим. Первое время в глаза бросались шумы. Я даже постараюсь изобразить это монтажом. Но лично для меня эта проблемой не является. И я сейчас объясню почему. Попробуйте, скажем, сосредоточить свой взгляд не на моей комнате, а на интерфейсе, который я криво наложил в монтажке. Боковым зрением эти шумы не видны, и вам становится просто похуй. Да если даже вглядываться, эти шумы не являются какой-то проблемой. Они нужны просто для того, чтобы ты мог пойти на кухню, не споткнуться и попить воды. А вот что проблемой является, так это то, что вы не сможете прочитать текст на своем телефоне или ноутбуке. Блять, как же это бесит. Приходится снимать эту бандуру и разглядывать все самому. Как я понял, камера-то нормальная, но их специально даунгрейднули, чтобы и без того слабая батарея не высаживалась в ноль. Кстати, далее о батарее. Это просто пиздец. Я не знаю, как описать это словами. Я очень люблю эти очки, но я не могу простить человека, который подумал, что 1,5 часа будет достаточно для геймера. Банально, пока вы подготовите эту гарнитуру к игре, уже посадите 20%, но это ж просто ужас. Лично я эту проблему решил покупкой Bobo VR S3 Pro. За рекламу мне никто не платил. Теперь быстрее сажаюсь я, чем батарея. Если докупите еще один бочонок с Акумом за 1005, то можете хоть целый день зависать в своем любимом Beat Saber или где вы сидите. Как там с играми? Ответ, возможно, не удовлетворит, но с играми все так себе. Одиночные когда-нибудь закончатся, а мультиплеерных вам придется страдать от мелких паразитов, которые орут так, что вам захочется закрыть игру уже через 15 минут. Сопутствующий раздражающий момент в том, что при всей охуенности микрофона он ловит тяжелое дыхание в подвижных играх, а это значит, что при записи видео или общении через voice-чат вы и ваши собеседники будут слышать неприятнейшие шумы. Что говорить о графике в играх, чаще всего она упрощенная, и здесь вы не найдете условного киберпанка. Возможно, это будет только Half-Life Alyx и еще парочка игр. Впрочем, с каждым годом их становится все больше, а значит, когда-нибудь вы найдете ту самую. Но все же я напомню, что ждать можно долго, а цены растут. И если шлем я покупал за 49 тысяч, то скорее всего вы купите его за 55. Лучше всего в VR-сегменте заходят социалки, хорроры, а также фитнес-игры. Неожиданно, да? Вы бы знали, как я зашел первый раз в Backrooms или как я давился говном во FNAF, когда ко мне подошел большой аниматроник, а размер которого я действительно ощущаю через эти очки. Мне уже не так хочется, чтобы Чика села мне на лицо. Из-за эффекта погружения даже самые всратые хорроры действительно становятся страшнее. Фитнес-игры охуенные по той причине, что они работают. То есть, ты действительно можешь сбросить пару лишних, боксируя воздух. Но про социалки говорить нечего. Просто общение с людьми никогда не надоедает и генерируются сотни крутых ситуаций. Это мужчина? No, это женщина. Зачем?
Я не знаю зачем, ну так родилась, блядь. Давайте, раз уж пробежались по теме нормисных игр, выскажусь из-за 18+ контент. Тут много всего, но оно сырое. Почти все 18+ игры строятся вокруг заготовленных сцен, где ваше влияние ограничивается прикосновениями к филейным частям тела. Половина этих игр будет неиграбельным говном, либо теми играми, которые доставят им удовольствие, но в которых не будет контента. Блять, это звучит как издевательство над геймерами, как будто тебе дали поиграть в крутую демку, но ты знаешь, что полноценной игры не будет, и она не выйдет. Зато в VR есть Bungo Camps. Да? Если вы хотели купить шлем для этого, то вас ждет разочарование. Не знаю, как правильно преподнести вам эту информацию, но у меня на протяжении очень долгого времени складывается ощущение, что меня греют на бабки. Посудите сами. Я купил шлем за 50 тысяч рублей. Был вынужден докупать крепление еще на 13, потому что батарея говно, и это не обсуждается. При этом мне приходится покупать мультиплеерные игры и другой софт, который лучше не пиратить. Мне также хочется иметь full body трекинг, который докупается отдельными повязками для психически больных людей за 20-30 тысяч рублей. И это не все мои хотелки. ИК-лампа, чтобы шлем видел мои руки в темноте, подставка с зарядкой для шлема, чехлы для контроллеров. И этот список можно продолжать бесконечно. И это при том, что в перспективе желательно этот шлем продать, чтобы купить новую модель с приятной скидкой. Почему не Пика? Да, я считаю нужным разобрать этот вопрос, чтобы сохранить жизнь молодым ребятам. Вы должны понимать, что Facebook давит рынок, и на квестах очень много эксклюзивного контента, который будет недоступен вам на других шлемах. По характеристикам Quest 3 может действительно уступать Пика, но в страдающей VR-индустрии, где и без того хреново с разнообразием разных приложений, вы бы точно захотели взять Quest, поверьте. Говорят, что 2025 год будет самым интересным для VR, поскольку компании соревнуются друг с другом. Те же Samsung анонсят новый шлем, а Google вообще решила сделать свою OS, вставив палки в колеса в Facebook, не дав мета-юзерам потрогать заветный Google Play. Если вам хочется лучшего, то я бы, конечно, подождал. Но, знаете, ждать можно долго, и цены на технику постоянно растут, поэтому если хочется испытать незабываемые ощущения или хотя бы потрогать грязные жопы фурии в VR-чате, добро пожаловать. Отвечу также на вопросы, на которые я хотел знать ответ в момент покупки, и, скорее всего, они могут быть полезны для вас. Отличается ли мета от Oculus? MetaQuest, Oculus Quest — это одна и та же компания, которую выкупили и переименовали в Facebook. Нет понятия старых и новых шлемов. Отличается ли глобальная, американская или другие версии друг от друга? Японская, американская или любая другая версия отличается только вилкой. Лично у меня японская вилка с переходником. И если вы покупаете шлем на Авито, то любой продавец положит вам его в подарок. Нужно ли докупать провод или лучше играть по Wi-Fi? Я купил себе провод за 2000 и меня публично высмеяли, потому что, цитата, купил себе Wi-Fi шлем, чтобы играть как собака на привязи. Делайте выводы. Нужен ли хороший комп, чтобы играть в VR игры? Лично у меня довольно слабый комп i3 10100F и видюха GTX 1070. И мне ее вполне хватает, чтобы играть в большинство VR игр. Но если дело касается записи геймплея или более комфортного геймплея с повышенным разрешением, то стоит все-таки задуматься о RTX карточках. Где найти помощь по VR? Если у вас есть много вопросов, то самый лучший вариант — это Discord сервер VR-Rus. Здесь мне ответили на все мои тупые вопросы. Единственное, там не любят нищих, соответственно, из-за пиратской игры можете даже не спрашивать. Отправят читать правила или замутят. На все остальное, пожалуй, отвечу в комментариях. Можете делиться своим VR-опытом, я думаю, это будет правильно, поскольку многие находятся в замешательстве и не знают, что ожидать от шлема. Честно, не знаю, что еще сказать, можете не подписываться на этот канал, потому что я не уверен, буду ли я его вести, но если будет отдача, то обязательно запишу пару роликов. Меня зовут Рома, по кличке Дилтир, всем пока.